Больше 25 лет Владимир Путин управляет страной, и все эти годы его паранойя лишь возрастала. Он изолировался в своих резиденциях во время пандемии. Его перемещение – государственная тайна. Его семью скрывают от посторонних глаз, а сам он редко оказывается среди избирателей. Но среди приближенных президента есть особая группа. Они не претендуют на высокие посты, но регулярно их занимают. Они преданы главе государства, неотступно следуют за ним и обеспечивают безопасность его детей. И этим людям он доверяет свою жизнь в то время, когда миллионы желают ему смерти. Они – телохранители Владимира Путина. Досье узнал, кто защищает президента, как их обучают и тренируют, сколько они зарабатывают и как спасают главу государства от ядов. Выражение есть, по-моему, у Фиделя Кастро. На меня было столько покушений, что я своей безопасностью занимаюсь сам. Владимир Владимирович об этом говорил, так что мы продукт его видения и его руководства. Поэтому я уверен, что он доверяет и может на нас положиться. Это слова офицера Никиты Беленького в интервью для фильма «Наша служба». Картину в 2021 году снимал близкий к ФСО фонд, а сам фильм, вероятно, планировали показывать только очень узкому кругу. Поэтому съемочную группу пустили в резиденцию Новоогарева и позволили поговорить со многими сотрудниками ведомства. Расшифровки бесед с охраной Путина из этого фильма, как и многие другие документы, связанные с деятельностью ФСО, оказались в распоряжении Центра досье. Так мы смогли выяснить, как работает Служба безопасности президента, ключевое подразделение ФСО. СБП фактически самостоятельная структура, которая занимается исключительно охраной и бытом главы государства, вплоть до уборки помещений и стрижки газона. Никита Беленький – один из тех, кто тенью следует за Путиным, куда бы тот ни отправился. Беленького и его коллег можно заметить почти на всех фотографиях с главой государства во время поездок по России и за рубеж. Они – персональные охранники. Обычно они не в центре кадра, но все равно выделяются в толпе, а Беленького так и вовсе сложно не заметить. Он почти на 1,5 головы выше Путина, его рост – 2 метра. В юности он профессионально занимался баскетболом. Со спортом пришлось закончить по личным причинам. После смерти матери в карьере случился перерыв. Возобновить тренировки не получилось, и Беленький решил вслед за отцом надеть военную форму. Начинал он со службы коменданта Московского Кремля. Таким же путем пошли многие в СБП, но далеко не все. Досье идентифицировало больше 30 телохранителей президента, которые в течение 2024 года сопровождали Путина в поездках. Средний возраст – 36 лет. В основном из регионов или из небольших городов Московской области. Из Москвы всего 8 человек, еще один из Санкт-Петербурга. Все из европейской части России, в большинстве случаев высокого роста. Это одно из требований при приеме на работу. Все коротко стрижены. Усы, борода, татуировки и пирсинг под запретом. Многие пришли на службу, окончив Академию ФСО в Орле, но есть и выходцы из других структур. Например, как минимум 2 человека служили в ФСБ. Начальник спецназа СБП Александр Думский рассказывал, что в охрану президента нередко попадают из его подразделения, а туда отбирают кандидатов из других ведомств и напрямую из военных училищ. Это вполне логично. От телохранителей требуется в первую очередь боевая подготовка и навыки единоборств. Потенциальный кандидат проходит несколько собеседований. Изучают твое личное дело, проводят собеседование, полиграф, тест на профпригодность, разного рода логические задачи. Каракулов работал в службе специальной связи, поэтому в его случае профессиональный отбор предполагал задачи на логику и математические знания. Остальные этапы общие для ФСО. С помощью полиграфа проверяют, есть ли у потенциального сотрудника связи с другими странами и с криминальным миром. С искателем встречается психолог. Главное – убедиться, что сотрудник патриотично настроен. При личной беседе мы понимаем, что этот человек идет сюда осознанно. Это его решение. Это не решение папы, мамы, родственников, которые скажут: вот иди сюда, здесь хорошо, здесь престижно, здесь тебя всему научат. Это люди убежденные, патриоты своей родины, которые идут на службу защищать родину, служить государству, разделяющие действующую политику государства. Совсем недавно официальный заработок офицеров из персональной охраны Путина был довольно скромным – около 80 тысяч рублей в 2018 году.
Но с тех пор вознаграждение выросло и сейчас составляет 226 тысяч рублей. Это в 2 раза больше, чем в среднем получают сотрудники ФСО. Но совсем немного, если сравнивать с доходами людей, которых телохранители видят каждый день. От сотрудников администрации президента, которые получают взятки, а их родственники зачастую зарабатывают на господледах, до влиятельных бизнесменов, получающих миллиарды при поддержке государства. И это не говоря о самом Владимире Путине, владельце дворцов и яхт, бенефициаре нефтяных компаний и офшорных империй. На этом фоне образ жизни охранников президента, от которых буквально зависит его жизнь, выглядит исключительно скромно. Небольшие квартиры, часто за пределами Москвы, поддержанные автомобили, небогатые родственники. Вероятно, все искупает статус службы и карьерные перспективы. Мало кому удается попасть в святая святых российского государства, в залы Кремля на официальные мероприятия, за кулисы переговоров или в резиденции главы государства. Телохранители круглосуточно рядом с Путиным. Они остаются рядом, даже когда остальных сотрудников ФСО просят удалиться. На публике их можно заметить в составе выездных групп, подразделений, которые сопровождают Путина в командировках. Такие группы позволяют предположить, кто из офицеров СБП особенно важен для президента. В будущем именно из этих людей, вероятно, будет формироваться высшие эшелоны власти. Если судить по официальной фотохронике, то в последний год в поездках Путина чаще других сопровождали, например, Антон Афиногенов, Андрей Анненков, Александр Гореликов, Максим Степанов, Анатолий Кочкин, Ярослав Чубко, Константин Панин, Дмитрий Фомин и Юрий Щуров. Телохранители летают вместе с Владимиром Путиным президентским бортом. Такие поездки не отображаются в государственной базе с информацией о билетах. Зато в нее попадают сведения о перелетах офицеров, когда они пользуются коммерческими авиалиниями. И делают они это весьма часто. Телохранители постоянно ездят в Сочи, Симферополь и на железнодорожные станции Угловка и Акуловка. В Сочи и окрестностях сразу 3 резиденции Путина. Бочаров-Ручей в черте города, Ачипсе возле курорта Красная Поляна, где президент вместе с семьей катается на горных лыжах, и расположенный между Сочи и Геленджиком дворец, где пока идут ремонтные работы, но который, если судить по масштабу строительства и затратам, претендует на звание главной резиденции российского лидера. Аэропорт Симферополя – ближайший гражданский аэропорт к государственной даче номер 6 в поселке Олива, где семья Путина обычно бывает в августе. А на станциях Угловка и Акуловка раньше сходили с поезда Алина Кабаева, ее родственницы, дочь Путина Мария Воронцова и старый друг президента Геннадий Тимченко. Так они добирались до резиденции главы государства на Валдае, где большую часть года проводит его семья. Частые путешественники, например, Олег Барченко и Андрей Лостовецкий. Среди телохранителей Путина досье обнаружил 3 человек, летавших в Сочи больше 100 раз каждый. Это Виталий Кименов, Алексей Мельников и Константин Панин. Кименов последние несколько лет защищает не самого Путина, а его сыновей. Вероятно, он сопровождает Кабаеву и ее детей в поездках. Затем его сменяют коллеги, и Кименов возвращается домой, а потом едет обратно. Возможно, Мельников и Панин тоже входят в число охранников семьи, но при этом продолжают ездить и вместе с Владимиром Путиным. Другое объяснение. Офицеры выполняют особые поручения президента, когда он находится, например, в Сочи. Какой бы ни была настоящая причина таких перемещений, маршруты телохранителей показывают, что Кименов, Мельников и Панин играют важную роль в окружении Путина. Именно из таких людей в последние годы формировалось руководство и ФСО, и других ведомств. Можно посмотреть на выходцев из нашей службы, кто чего добился. И эти люди туда попали заслуженно. Я считаю, потому что наша система подготавливает достаточно квалифицированных специалистов. Это хорошие управленцы. Есть такое понятие – кризис-менеджеры. Вот у нас что-то своеобразное. Подготовка кризис-менеджеров по управлению всего. Телохранители нередко получают дополнительное образование. В том числе для них организована специальная программа при Российской академии госслужбы, где читают лекции высокопоставленные чиновники и влиятельные бизнесмены, а слушатели курсов кладут под БТР и сбрасывают со скалы. Все ради карьерного роста. В случае с СБП одна из возможных следующих ступеней – должность адъютанта, фактически личного помощника главы государства. Одновременно у Путина не менее 5 адъютантов. Один из них – Александр Севлюков. Он 66-го года рождения и нередко летал вместе с нынешним директором Росгвардии Виктором Золотовым, а также с Александром Куренковым и Сергеем Морозовым, в то время адъютантами президента.
Когда адъютанты находятся рядом с Путиным, они получают служебный мобильный телефон с позывным «Заря». В адресной книге человека, лично знакомого с Путиным, этот номер значится как «дежурный всегда». Судя по детализации, номером пользуются только сотрудники ФСО. В том числе на него звонили директор спецслужбы Дмитрий Кочнев и управляющий делами президента Александр Колпаков. Среди исходящих досье обнаружил звонки женам Алексея Мельникова и Андрея Лостовецкого. Вероятно, это означает, что эти офицеры также занимают посты адъютантов. Впрочем, адъютант – не обязательная должность для карьерного роста. Далеко удалось продвинуться и тем, кто никогда не занимал этот пост. Один из самых известных охранников Путина, Алексей Дюмин, никогда, по его собственным словам, адъютантом не был, а работал в составе тех самых выездных подразделений. Адъютант – это такая каста избранных людей. Я был в составе группы офицеров, которые обеспечивали безопасность по России и за рубежом везде. Я был такой, как мы все. Нас отбирали, и мы делали, что должны были делать. Мы выполняли задачи, которые перед нами ставились. Дюмин из семьи военных, работал в управлении спецсвязи, затем перевелся в охрану первых лиц и под руководством Виктора Золотова защищал Путина с первого дня, как тот стал председателем правительства в 1999 году. За годы службы обязанности Дюмина заметно расширились. Ты должен владеть общей ситуацией полностью. Каждое утро начинается с доклада президенту по оперативным сводкам. Мало того, что ему докладывают специальные службы, но и ты должен владеть информацией по регионам, по чрезвычайным ситуациям. Приходилось иногда передавать поручения министру, ставить задачу главе региона. В результате он стал одним из первых, кого Путин из охраны перевел на руководящую должность. В 2014 году он стал замначальника ГРУ, командовал силами специальных операций, участвовавшими в аннексии Крыма. В 2015 году занял пост замминистра обороны, а в 2016 – губернатора Тульской области. С 2024 года Дюмин – помощник президента и секретарь Госсовета, органа, который был заметно усилен Путиным в 2020 году, но пока так и не стал важным элементом политического ландшафта. Не исключено, что назначение Дюмина – проверка, призванная показать, насколько бывший охранник готов стать преемником. Дюмин – не единственный выходец из службы безопасности президента, кто продвинулся по карьерной лестнице. Виктор Золотов получил в 2016 году под свое управление новое ведомство – Росгвардию. Адъютанты Дмитрий Миронов, Сергей Морозов и Евгений Зиничев были губернаторами Ярославской, Астраханской и Калининградской областей. Сейчас Миронов – помощник Путина и глава президентской комиссии по вопросам государственной службы. Морозов перешел в Федеральную таможенную службу. Зиничев проработал в регионе всего несколько месяцев. 3 года руководил МЧС, погиб в 2021 году. На посту министра его сменил старший адъютант Александр Куренков. Начальник управления службы безопасности президента Александр Колпаков, отвечавший за резиденцию Путина на Валдае, с 2014 года управляющий делами президента. Другой начальник этого же управления, Валерий Пикалев, в 2019 году стал вице-губернатором Санкт-Петербурга, а с 2024 года руководит таможенной службой. Федеральная служба охраны в нынешнем виде тоже результат работы телохранителей Владимира Путина. Директор Дмитрий Кочнев и его первый заместитель Олег Клементьев раньше возглавляли СБП. И хотя они оба были далеко не юны, они лично защищали президента. Кочнев сопровождал Путина и во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, и на прогулке с Сильвио Берлускони в Крыму в 2015 году, и на шествии Бессмертного полка незадолго до назначения на пост главы ФСО. Клементьев был личным телохранителем Путина, в том числе и на играх в Сочи. Нынешний начальник СБП Алексей Рубежной тоже не нарушает эту традицию. Он обеспечивал безопасность главы государства, например, во время поездки в Арабские Эмираты в 2019 году. Наши сотрудники, они вне кадра. Они проводят большую подготовку по организации охранных мероприятий именно боевого прикрытия. В кадр, дай бог, не попадают и не попадут. Наше подразделение работало, начиная от арктических зон, заканчивая на юге. Недавно наши сотрудники даже участвовали в арктическом десанте, где совершали прыжки на Северный полюс. За кадром остаются не только бойцы спецназа, но и сотни других сотрудников спецслужбы. Понять, сколько человек одновременно охраняют президента, можно на основе материалов строительства в резиденции Новоогарева.
В середине десятых годов здесь были возведены дом приемов, гостиница и несколько технических объектов. В гостинице предполагалось разместить комнаты для адъютантов, сотрудников выездных подразделений, врачей, катеристов, а также тренажерный зал и зал для борьбы. Всего здание должно было вместить 116 человек охраны, включая бойцов спецназа. Гараж был рассчитан на 32 водителя. Столько же сотрудников были с Путиным в зарубежных поездках до пандемии. Во время поездок группа делится на две части. Одни путешествуют непосредственно с Владимиром Путиным, другие выдвигаются на место заранее. Формируется передовая группа из числа сотрудников СБП и ФСО, и эта группа выдвигается в регион проведения мероприятия. Там проводятся все необходимые действия по подготовке, то есть выяснение протокольной составляющей, что будем посещать, что делать, как прилетаем, как улетаем, что требуется для этого, с кем встречаться. Как бы Владимир Путин не захотел добраться до места назначения, Федеральная служба охраны обеспечит президенту любой вид транспорта. Автомобили находятся в ведении гаража особого назначения. В отдельных случаях кортеж сопровождают боевые вертолеты, как это было во время визита Путина в Чечню в августе прошлого года. Бронепоездом тоже занимается спецслужба, причем не только вопросами безопасности, но и дизайном вагонов. Самолет главы государства при необходимости прикрывает боевая авиация, а на борту примерно в конце 2021 года были установлены тепловые ловушки. На земле от угроз с воздуха главу государства защищают комплексы «Панцирь-С-1». Наконец, сотрудники ФСО обслуживают яхты Путина. Капитан одной из них – Грейсфул, офицер спецслужбы Александр Можайский. Ну и на этом зона ответственности СБП не заканчивается. Они люди военные. В разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, и здесь ничего страшного нет. Это вот такая у нас политическая возня происходит. Значит, есть даже такое понятие «безопасное питание». Мы никому это питание, кроме как сотрудникам ФСО, не передаем. Так Путин отвечал в 2018 году на вопрос о кремлевском поваре Евгении Пригожине. Бизнесмен в то время много лет был известен как поставщик продуктов для кремлевского стола и лично обслуживал Путина. Но остальные повара главы государства действительно из ФСО. Безусловно, каждый повар, каждый официант – это сотрудник, действующий сотрудник, для которого есть определенные требования. Это требования огневой подготовки, боевой подготовки, тактической подготовки. Мы также в свое свободное время ходим в тир, мы также занимаемся определенными тактическими действиями. Поэтому говорить о том, что мы просто повара, наверное, это неправильно. Мы все служим Родине, служим президенту Российской Федерации. Главное требование в работе – безопасность. Повара работают в перчатках, несколько раз в день меняют форму и проверяют, чтобы на руках не было порезов. Строго соблюдается товарное соседство. Рыба, мясо, фрукты и овощи хранятся отдельно. Продукты тщательно подбираются. Рыбу президент предпочитает дикую, мясо – добытое на охоте. Из птицы Путин ест только цыплят, выращенных на небольших фермах. Продовольствие проходит строгую проверку. Это касается и рыбы, которую сам Путин может поймать во время отпуска, и зверей, убитых на охоте. Президент ловит и говорит: «Я хочу на вечер приготовить эту рыбу». Мы при этом вызываем докторов, которые специализируются на проверке. Без проверки ничего не дается. Есть выездные лаборатории, есть экспресс-тесты, которые показывают важные моменты, чтобы не было ядов, превышения ртути, превышения каких-то кишечных моментов. Владимир Путин придерживается определенного рациона. Не ест продукты быстрого приготовления, по вечерам старается не употреблять мясо. Из любимых блюд – закуска из баклажана, салат оливье и печень диких животных. Обычный чай российский лидер не пьет. Во время официальных мероприятий для Путина готовят шиповник и имбирь. Алкоголь глава государства почти не употребляет. Повара сопровождают Путина во всех поездках. Если за кейтеринг на мероприятии отвечает не ФСО, сотрудники спецслужбы все равно контролируют готовку. И даже если, несмотря на все предосторожности, для главы государства будет приготовлено испорченное или отравленное блюдо, то первым его попробуют офицеры ФСО. Строгие требования предъявляются не только к еде, но и к окружающей обстановке. В резиденциях Путин предпочитает определенный температурный режим и чтобы нигде не дуло. Рабочий кабинет убирают каждый день с использованием специальных средств. Причем делать это начали еще до пандемии, а помещения проветривают во все дни, кроме периода цветения ольхи и березы.
Возможно, это означает, что у президента аллергия на эти растения. Физическая охрана, средства передвижения, защита от ядов и тщательная уборка – это еще не все меры предосторожности. Разбираясь в том, кто и как охраняет Путина, мы обратили внимание на далеко не новое оборудование спецсвязи, установленное в бронепоезде. Спецсвязь – единственный способ коммуникации, который доступен главе государства. Когда Путин стал премьер-министром, и чтобы он не потерял всю полноту, скажем так, взаимодействия со всеми, было организовано дополнительное управление, которое занималось премьер-министром, по факту Путиным. И на данный момент сейчас до сих пор у нас присутствуют два управления. Первое управление отвечает за премьер-министра, второе отвечает за президента. Почему наоборот? Потому что вот она, рокировочка. Но защищает ли спецсвязь от прослушки? Информацию о десятках систем с детальными спецификациями мы нашли в госконтрактах за 2014-2021 годы, когда тендеры проводились в открытом режиме. Например, в Новоогарёво установлена радиорелейная станция Р-169. Антенны и приемные блоки размещены на мачте высотой 63 метра. От них сигнал идет до главного здания МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах, где на высоте 116 метров находится блок приема. Досье показал список оборудования специалисту по военным системам связи. Изучив документы, собеседник пришел к выводу, что техника соответствует высоким стандартам связи, а информация о типах антенн не поможет перехватить переговоры президента. У каждой российской спецслужбы есть знаковая и, возможно, даже легендарная штаб-квартира. У ФСБ – здание на Лубянке, у СВР – комплекс рядом с деревней Бачурина, у ГРУ – аквариум на Хорошевском шоссе. Единственное исключение – ФСО. В распоряжении у ведомства в основном государственной резиденции. Тем не менее, защищая Путина, спецслужбы эксплуатируют и другие здания. Досье получил доступ к данным геолокации, которые через различные приложения передают мобильные телефоны, и отследил перемещение сотрудников. В качестве стартовых локаций для поиска досье использовал резиденцию президента в Новоогарёво и два режимных здания в Москве. Гараж особого назначения на Мосфильмовской улице и здание службы специальной связи и информации в Большом Кисельном переулке. Досье проанализировал геоданные и выяснил, какие телефоны находились на территории этих объектов, а затем изучил их маршруты в течение месяца. Устройства обнаружились в Кремле, на территории здания администрации президента на Старой площади, в больнице управделами президента на Мичуринском проспекте, где Владимир Путин периодически проходит диспансеризацию, в штаб-квартире ФСБ на Большой Лубянке и в небоскребах Москва-Сити, где располагаются несколько министерств и федеральных ведомств. Некоторые из обнаруженных объектов выделяются из этого списка. Особняки на улице Косыгина построены на Воробьевых горах по распоряжению Никиты Хрущева для членов президиума ЦК КПСС. Одно здание принадлежит близкому другу президента Геннадию Тимченко. Остальные – гостевые дома ФСО и дом приемов администрации президента, где сыграла свадьбу дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова. На Косыгина бывают и телохранители Путина. Так Андрей Анненков и Юрий Щуров заказывали доставку еды по этому адресу. Здание на Теплостанском проезде. Во времена Советского Союза здесь был гостиничный комплекс архивно-библиотечного центра КГБ. В 1991 году в этом здании собирались члены ГКЧП. Сейчас в одном доме располагается ФСО, а за забором находится Институт криминалистики ФСБ, где работали сотрудники спецслужбы, причастные к отравлению Алексея Навального в 2020 году. Устройства, связанные с ФСО, часто бывают в гостях в лаборатории ФСБ. Удалось засечь и личные устройства телохранителей президента. Они часто бывают в резиденции главы государства, и их перемещения совпадают с графиком Владимира Путина. Один из них 7 февраля 2024 года был в Кремле, где у Путина было совещание с членами правительства. 19 февраля вновь в Кремле, когда Путин встречался с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым. 19 и 20 февраля в Новоогарёво, 24 февраля в резиденции на Валдае. Кроме того, в течение февраля сотрудник ФСО посещал летно-испытательный комплекс «Вертолеты России» на аэродроме Чкаловский и правительственный терминал в аэропорту Внуково. В январе 2019 года Путин приехал с визитом в Сербию. Под конец поездки президент Александр Вучич пригласил российского коллегу в строящийся храм Святого Саввы в Белграде. Перед собором было многолюдно. И, покидая храм, делегации пришлось пройти через многотысячную толпу, к неудовольствию охраны Путина.
На кадрах, показанных по федеральному телевидению, можно заметить сотрудников службы безопасности, которые напряженно смотрят в разные стороны, пытаясь оградить главу государства от людей, окружающих его еще внутри здания. То, что сотрудники ФСО увидели на улице, им совсем не понравилось, рассказывал Никита Беленький. Местная сторона немного недоработала. Даже не немного, а очень-очень недоработала. Мы попали в толпу, когда выходили из храма. Хорошо, толпа дружественно настроена. Это как бы плюс. Но в нашей работе это достаточно сложный момент. Есть примеры с Берлускони, американские примеры, когда из толпы какие-то предметы вылетали. Не дай бог там оружие и так далее. Мы вынуждены были плотным кольцом, взяв президента, его вести к машине, немного даже оттеснив местное духовенство. Это именно неподготовленная толпа. С неподготовленной толпой Владимир Путин действительно сталкивается нечасто, а за пределами России, когда его не окружают десятки спецназовцев, почти никогда. При этом про покушение на Владимира Путина известно крайне мало. Последнее публичное уголовное дело, дошедшее до суда, датировано 2012 годом. О попытках убить президента рассказывали после начала войны глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и американский ведущий Такер Карлсон, но никаких доказательств не привели. Сотрудники СБП в интервью об опасностях не говорят. Самый серьезный инцидент – задержание рядом с Новоогарёво нескольких человек с ножами и травматическим пистолетом, которые сидели в машине и по непонятной причине не хотели уезжать. Но российский лидер готов к любому развитию событий. Бывший сотрудник ФСО Виталий Ближатый, охранявший резиденцию в Крыму, рассказывал, что Путин доверяет только своим телохранителям. Остальных сотрудников спецслужбы часто держат в неведении относительно его планов. Людям могут сказать, он отдыхает вот на этой даче. И все бегают, охраняют эту дачу, он может быть вообще в другом месте. Глеб Каракулов вспоминал, что местоположение Путина неоднократно скрывалось. Ребята рассказывали, делились, так сказать, с улыбкой. Будучи, когда вот он в Сочи, он остается в Сочи, но делается все, что как будто он улетает из Сочи. То есть пригоняют самолет, едет кортеж, а на самом деле он все так же остается в Сочи. Поездки президента тщательно планируются, а места, которые он собирается посетить, проверяют за несколько часов до приезда. Его охраной занимаются не меньше 100 человек одновременно. И во время визитов, и в резиденциях. Среди них как проверенные телохранители с опытом рукопашного боя, так и снайперы, спецназовцы, кинологи и аквалангисты. Его еду проверяют на яды и пробуют, прежде чем подать на стол. Его резиденции защищены с воздуха зенитными ракетными комплексами. Его самолет снабжен тепловыми ловушками и часто совершает перелеты в сопровождении истребителей. Его поезд бронирован, может выдержать как минимум огонь из автоматического оружия и движется без остановок, обгоняя остальные составы. Кажется, что единственное уязвимое место – это резиденция на Валдае. Источник рассказывал, что на территорию можно проникнуть, когда там нет Путина. В это время охрана чувствует себя чуть более расслабленно и может не проверить документы на входе и не досмотреть личные вещи.